Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Personal Experience. Сегодня у нас очередной обзор. На обзоре у нас портативный гриль от компании Weber, модель Jumbo Joy. Давайте сразу перейдем к распаковке. Хочу сказать, что это самая крупная модель в линейке портативных угольных грилей от компании Weber. Эта модель выпускается для американского рынка. По-моему, в Европе ее даже нет, и про нее даже и не знают. Диаметр полезной поверхности гриля, этой решетки, 47 сантиметров. Так вот, что же нас встречает в коробке. Данный гриль был заказан из США, куплен на официальном сайте weber.com. Здесь рекламная информация о том, что существует приложение Weber Grill Application. Здесь у нас руководство по сборке. Сейчас мы воспользуемся им. И также здесь руководство пользователя вообще угольных грилей. Видите, все аккуратно упаковано. Крышка. Как ни странно, но клапана тоже надо будет устанавливать самим вручную, потому что, если вы не видели обзоры на мои другие грили, которые есть у меня на канале, кстати, можете зайти в подсказку и посмотреть. Там уже с завода были установлены клапана. Здесь мы будем это устанавливать сами. Вот этот самый клапан. Котел. Здесь у нас аксессуары. Сейчас мы отдельно скроем. Решетка, на которой жарится еда. Ручка для переноски. А также решетка для угля. Давайте посмотрим, что в этой коробке. У этого гриля есть чаша залосборник, ручки, нижний воздушный клапан, заслонка, как по-разному называют. Здесь комплект болтиков, гаек и шайб, а также ножки. В процессе сборки нам поможет вот эта книжечка, брошюрка. Здесь подробно все указано, и я хочу сделать все так, как советует, предписывает производитель. Давайте сейчас поэтапно все это сделаем. Производитель указывает, что для сборки нам понадобится такая минусовая отвертка и такой вот гаечный ключ, который у нас идет в комплекте. Видите, он пластиковый. Возьму отвертку. В этой книжечке, как видно, показывается комплектация коробки, что, чего, сколько штук. Здесь все как бы так схематично показывается в разрезе, так можно сказать. Давайте начнем с первого. Значит, надо прикрутить ручку к крышке. Как вы видите, ручка запакована. Откроем упаковку. Гайки производитель уже закрутил. Сейчас мы их открутим и закрутим обратно. При помощи вот этого пластикового гаечного ключа. Что хорошо, у этой ручки есть
жароотсекатель, который убережет от высоких температур во время готовки. Здесь нет эмблемы, есть эмблема, есть Weber, поэтому я думаю, установим его в таком положении, в направлении заслонки. Данный гаечный ключ, он не позволяет чересчур сильно затянуть, проворачивается, поэтому желательно прикручивать именно им, чтобы не повредить эмаль. Вторым этапом мы закручиваем верхнюю воздушную заслонку. Для этого мы используем один болтик, гайку и шайбу. Производитель указывает, что нужно шайбу установить снизу, то есть с внутренней стороны. Это делаем вручную, чтобы сильно не затягивать, потому что сама воздушная заслонка, она должна свободно двигаться, то есть не обязательно сильно затягивать, я даже немножко думаю не расслаблю, так чтобы было легко в процессе готовки. Третьим этапом мы устанавливаем нижнюю воздушную заслонку на основание котла. Здесь есть предписание, как правильно это сделать. Нужно обязательно внимательно соблюдать расположение. То есть нужно обязательно расположить в таком направлении, как указывает производитель, и установить вот эту вот ручку именно в этом положении, вот так. То есть, чтобы в таком положении заслонки были открытые. Также мы закручиваем при помощи болтика, гайки и шайбы. У заслонки, как вы видите, здесь есть специальные стоперы, чтобы она не проворачивалась. Вот так вот, видите, вот таким вот образом будет открываться, закрываться или заслонка, и тем самым регулироваться подача воздуха. Четвертый пункт сборки — это сборка основания ножек. Имеются 3 ножки металлические. Будем их крепить при помощи болтика, контргайки и барашки. Чуть-чуть сейчас немножко свободно оставим. Когда будем уже крепить на сам гриль, там уже затянем сильнее. Таким вот образом получается. Пятым этапом устанавливается чаша. Чаша устанавливается вот таким вот образом. Шестым этапом мы устанавливаем эту ручку на котел. Здесь это сделать очень просто. Нам нужны будут 2 шайбы. Обычные шайбы надеваются по бокам. На котле имеются готовые отверстия. Вставляем в одно отверстие. Да. И таким вот образом ручка пружинит. Таким вот образом мы одеваем ее. Ручку установлена. Седьмым этапом мы установим вот этот держатель для ручки и заодно уже прикрепим сам котел к основным ножкам. Вот здесь тоже очень важно направление установки. Видите, здесь даже есть восклицательный знак, как правильно установить, чтобы потом не было проблем. Гайка с шайбой у нас будет устанавливаться изнутри котла. Так. Вот этот держатель сверху сюда. Здесь нам понадобится отвертка. Кстати, символично тоже под американский флаг собираем американский гриль.
Здесь можно затянуть достаточно плотно. Восьмым этапом сборки у нас является, так сказать, закрепление двух оставшихся ножек. Давайте таким же образом, как и первую, мы закрутим. Также берется болтик с гайкой. Снизу закрепляется при помощи контргайки и парашки. Восьмой этап сборки закончен. Вот девятый этап сборки — это вот использование вот этого вот держателя ручки. У него двойная функция, я чуть позже покажу. Так, зафиксировали ручку, чтобы она нам не мешала. Десятым этапом мы устанавливаем решетки. Как правило, сначала мы устанавливаем решетку для угля. Видите, вот она такая. Она немножко промасленная. И самую главную решетку для жарки. Вот так вот устанавливается. По-моему, лучше вот так, чтобы ручки были с этой стороны. У этих ручек есть дополнительная функция, я сейчас подробно расскажу. И последним, 11-м этапом, мы просто устанавливаем сверху нашу крышку. Гриль полностью собран. А теперь давайте я дам информацию о функциях данного гриля. Значит, данный гриль имеет, видите, вот ручку переносную, и также у нее есть двойная функция. При процессе жарки вы можете использовать ее как держалку для крышки, вот таким вот образом. Это очень удобно, если вы, допустим, готовите на улице. В любом случае, это гриль предназначен для того, чтобы использовать его на свежем воздухе. То если погода ветреная, вы можете направление ветра, допустим, крышку установить, чтобы не задувало, и готовить еду очень удобно. Эти ручки используются очень удобно, допустим, если вы жарите еду и делаете как бы две зоны, зону прямого жара и, допустим, зону непрямого жара, то еду можно установить здесь, допустим, какой-то стейк или, допустим, какой-то другой продукт. Можно, не поднимая его с поверхности сетки, сетку просто перевернуть, вот так повернуть, и, соответственно, еда будет уже находиться в зоне непрямого жара. То есть это очень, поэтому здесь вот такие вот выступы. И также очень удобно, допустим, если вы приготовили еду, вы можете просто взять эту сетку как противень и унести. То есть не надо снимать как бы его непосредственно даже с сетки, а потом уже удобно, допустим, на столе ее оттуда извлечь. Здесь очень удобное расположение заслонок, которые дают оптимальный, максимальный жар. То есть в некоторых портативных грилях, которые были у меня на моих обзорах, это Smoky Joe Premium и также модель Go Anywhere. Также вы можете посмотреть у меня на канале в плейлисте Weber. Там расположение заслонок было немножко другим. Идеально, когда заслонки располагаются снизу и сверху, то есть чтобы жар проходил именно, то есть наоборот, то есть холодный воздух поступал снизу и выходил сверху. Когда, допустим, расположение заслонок боковое, то температура не достигается максимальной. То есть поэтому такое расположение заслонок дает оптимальный максимальный жар при готовке. Так же, как, допустим, на больших моделях, таких как, например, модель Master Touch. Также у меня есть обзор на эту модель. Это мой большой гриль стационарный. При переноске гриля крышка закрывается.
на этой ручке имеется специальная выемка. И эта ручка просто пружинит сверху, таким образом, и не дает крышке открыться. И таким образом вы можете просто его спокойно перенести. Давайте сейчас я измерю его и дам информацию о размерах данного гриля. Так, давайте сначала снимем расстояние до верха крышки. Это приблизительно около 50 сантиметров. То есть высота от стола до края ручки. Может, чуть-чуть больше, 52, 51, 52 сантиметра. Диаметр гриля, как я уже говорил, и об этом указано на упаковке, 47 сантиметров. Весит данный гриль около 8 килограмм. Покрытие данного гриля — это специальная эмаль, которая выдерживает температуру до 800 градусов. Хочу сказать, что это достаточно с головой, потому что температура обычно не превышает 250-300 градусов. Еще хотелось сказать, что в отличие от других портативных грилей, у этой модели достаточно большая поверхность готовки. То есть это оптимально, допустим, на большую компанию, потому что у других портативных грилей поверхность довольно-таки маленькая, и на большую компанию одновременно приготовить большое количество еды не получится. Здесь максимально решена эта проблема. Поверхность достаточно большая и крышка объемистая, так что можно готовить, допустим, небольших цыплят даже жарить, потому что крышка позволяет, выпуклость большая. Итак, друзья, на этом наш обзор портативного гриля Weber Jumbo Joy подходит к концу. Если обзор был вам полезен, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Включите обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новых интересных обзоров, которые у нас выходят регулярно на канале. А также обязательно у нас будут видео с процессом готовки на этом гриле, так как этот гриль я купил в личное пользование. Поделитесь данным видео с друзьями, родственниками, кому интересна данная тема. Если у вас есть вопросы касательно данного гриля или данной темы, обязательно пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!